Меня зовут Морай Жубилу Дематуш, я студент из Анголы, учусь в ТГМ Державном медицинском институте. На данный момент я учусь на 5-м курсе. Автор книги «English Unlimited» — это получается, если на русском, значит, что английский без ограничений. Идея написать свою книгу, могу сказать, что это все началось с момента обучения английского языка. Это был 2008 года, когда я ходил на курс английского языка. Это был где-то в моем городе, в родном городе, называется Мбанза-Конго. У нас там нигде, книжный магазин в это же время не было, никакого книжного магазина не было. И все тяжело было, все зависело от преподавателя, что-то хочешь знать, идешь к преподавателю, но преподаватель, что это значит, хочешь что-то книгу купить, но нигде не купишь, хотя если книгу, то тебе нужно ехать в столицу. Да, я просто это все смотрел, сказал, что сам по себе я обещал, нет. Я тоже могу написать свою книгу. Когда, не знаю, но когда у меня будет такая возможность, тогда напишу. Был еще такой момент, когда сюда приехал, 2 года назад сидел в общежитии, думал об этом, я просто сказал, что нет. Там же люди учат английский язык, но хотя тоже они хотят что-то, откуда-то все читать, но нет возможности. Тогда я решил тоже писать свою книгу, и в мае этого года опубликовали в Воронеже. В Воронеже там, и у нас там тоже есть сообщество студентов из Анголы. У нас есть же каждый год организуем какая-то студенческая конференция из студентов из Анголы. В мае у меня уже были книги с собой, и когда я знал, что там будет студенческая конференция, тогда я ездил туда и публиковал. Часто мы купим книги английско-португальские, они созданы из Англии, из Португалии, но не все, что мы ожидаем, потому что они там просто даже только на английском говорят. Есть некоторые преподаватели, писатели, они только знают английский язык. Там просто объясняют. Там они говорят, что здесь опытная книга, потому что человек тоже он с таким методом изучил английский язык. Я просто это делал, собирался все строго заниматься. Собирал из разных книг, иногда из интервью просмотришь и фильм, и из учебных материалов тоже, да. В ней есть разговорник, грамматика, есть текст, есть упражнения, которые помогают студентам на процессе обучения. Они даже не такие сложные, чтобы понять. И даже я это все написал за счет своего опыта, потому что я тоже не родился с английским языком, а я тоже изучил английский, как у них тоже. У нас мало врачей, значит, что я должен помогать свою страну развивать. Медик, потому что когда я закончил образование в школе, у нас в стране в это время была такая здесь система, что не могу сказать, что самый умный студент, если так я ошибаюсь, но были такие студенты, у некоторых были хорошие оценки, их выбрали на стипендию, чтобы учиться в другие страны. Я был один из них, меня выбрали и даже выбрали специальность на медицину. Спросил, как идешь или нет? Я сказал, конечно, за счет этого я в медицине. Я просто вы видите, еще писатель, я очень люблю читать разные книги. Кроме учебников из университета, я еще читаю каждый день как минимум 3 страницы любой литературы, как минимум. Кроме научных книг, у меня тоже книги Пушкин примерно. Пушкин просто я знал о нем не только здесь в России, и даже в Анголе, да, о нем уже слушал, но когда сюда же приехал и видел книгу, просто мне интересовало и читаю иногда. Да.
Да, много читают, но я это говорю за счет своих друзей, потому что я как бы часто видел тоже, когда они читают книги на русском языке. Как говорят, что если есть желание, то время тоже будет. Все, все зависит от меня. Если я сам считаю, что я это сделаю, то смогу. Просто есть такое желание, ну, хочу учиться примерно, хочу заниматься кем-то, ну, за все это тогда, потому что день, сколько часов у нас? 24 часа. Из 24 часов можно делать все, что угодно. Меня зовут Денис Камнев, я учусь на втором курсе ИСТФАКа в ТГУ. И в свободное время я пишу стихи. И историк, и артист, и писатель, и поэт, все вот эти вот люди, они думают, а что я оставлю вот, через лет 40, кто-нибудь будет сидеть и скажет, а вот что он писал? Я в детстве со своим с дедушкой спустился, там у нас подвал наш был, вот. И там я совершенно случайно нашел такой учебничек, написано «Рассказы по истории СССР». Думаю, ну лежит, я взял его, стал смотреть, ну мне было, наверное, лет 6-7, я так смотрю, неплохо, интересно, как-то меня потихонечку втягивало, и все там мальчики собирали лего, а я как-то сидел, читал, смотрел, мне было как-то это прям интересно. И уже когда мне было лет, наверное, 10, все, ой, я хочу там стать летчиком, хочу стать космонавтом, а я хочу стать историком. Все же, мне кажется, это основа основ. То есть, если человек знает историю, он как-то по-особому к жизни относится. Вот сейчас мне, если что узнать про какой-нибудь вот... А напиши мне первый закон Ньютона. Я никогда его не напишу, я его не помню. А тут вот я знаю, что, например, Александр I родился 12 декабря 1777. Ну почему мне это бьет в голову? Я не понимаю, правда. Как-то мне оно само, мне кажется, запомнилось. Любовь к истории, я ее не особо как-то... Ну как это... Любить историю. Ну, для меня это тоже какое-то такое. Ну как можно там любить? Это тоже все сложно. Ну как можно там вот любить сталинские репрессии, скажем? Ну как можно там любить? Но можно с уважением просто к фактам относиться. У нас очень мало молодых активных историков. У нас, потому что вот опять же это вот образ такого человека, который сидит в архиве, такой весь над этими чахнет, над пыльными бумагами. Нет, это очень даже живая профессия, если именно общаться, если что-то, ну даже не учитель, если, а вот именно исследователь. Это выезжать на места, это общаться, это изучать. Именно вот опять же замок тот же самый. Ты приехал, ты это видишь, ты это чувствуешь. Это не архивы, именно это и есть дух истории. Я не знаю, почему вот опять же, для некоторых это, ну, замок, ну, здание, господи, ну, все стоят такие, ну, это просто, ну, не то, что здание, но, ну, старое здание. А для меня, господи, здесь эта вся история творилась как-то немой свидетель этих всех вот там все мест, то есть как-то аура какая-то. Ведь чем история не отличается? Вот литературы. Это ведь образность ведь тоже, ведь история это образ. Что я сейчас запишу, то оно так и останется. Где-то лет в 12 мне говорят, вот у нас тут поэтическое там что-то все будет. Я думаю, ну, я что-нибудь я напишу. И написал про Сталинград. Ну, опять же, мне все с историей. Это, наверное, все же мой папа. Вот он уже умер, но он мне говорил, что когда я ему читал, он так смотрит, говорит, а почему ты нигде ты не печатаешься? Я говорю, ну, я говорю, да зачем? Говорит, да у меня есть знакомый, я просто ему все покажу. Они так на меня посмотрели, я к ним туда зашел, я им сам все свое прочитал. Но, конечно, мне сказали, вот тут вот Ямп не тот, а тут Харрей не тот. Конечно, меня покритиковали, никогда я не забуду. Вот у меня есть там стихотворение, я не знаю, почему оно вот у меня все пришло. Мне было лет, наверное, 14, там, «Накрой меня, гранитная шинель». То есть, да, это уже про смерть. И вот читает мой дед стихотворение, говорит, мне так понравилось. Я думаю, ну, если вот нравится, значит, это правильно. Потому что... И когда не нравится, это тоже все правильно. Это, опять же, опыт. Через это все нужно идти. И у нас вот люди очень плохо воспринимают в свой адрес какую-то и критику, и такое слово, когда говорят, что вот, а вот тут неправильно, и думают, все, они больше ничего не будут делать. Нет, ты должен как-то слушать, но не близко к сердцу, опять же, все принимать.
сижу на паре, и тут мне раз какая-нибудь строчка, прям раз, и я ее просто запишу. И я сижу, слушаю дальше, я уже забыл про это, потом опять раз, вторая, и как-то оно само все время все приходит, и я у себя как-то слушаю, и как-то у меня, ну, не знаю, как-то вот оно идет изнутри, не знаю, как это все объяснить. Я все стихи пишу с радостным чувством, а все читают и мне пишут, а почему такие у тебя стихи печальные? Я говорю, почему печальные? Я же их писал, у меня были такие эмоции, говорят, ну ты сам прочитай. А я читаю, мне хорошо, то есть, может быть, это, да, я сам себя оценивать, ночью сложно самого себя оценивать, потому что ты, наверное, знаешь, что двигало, когда ты это все делал, все это ты писал. А тут человек, который читает, вот он сел читать, да, он все читает, и ему легче, потому что он не знает, что было вот там у меня. Он просто прочитал и оценил, и как-то на себя это все сделал. Все же, наверное, это талант. Я себя, конечно, не называю талантливым, но, как сказать, он должен быть в тебе все же. Потому что этому, я уже до этого говорил, этому нельзя научить.